Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа «Манасия». В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Затем я это свое произведение перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести там мое произведение. Кроме этого, в целях дальнейшей популяризации эпоса я сейчас работаю над второй частью трилогии «Манас» эпосом Семетей. Мною закончен первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом. Вот это все, что я хотел вкратце рассказать о своем произведении. А теперь, с вашего позволения, продолжу чтение своего романа. В предыдущий раз мы с вами остановились на главе 7, как Алоке сбежал из Андижана. Мы остановились на том, что по дороге из Андижана в Китай Алоке и его народ встретил его сын Конурбай, который специально ехал домой из Бейджина, чтобы повидаться с родителями. Алоке обрадовался, увидев сына. «Слава Богу!» – подумал хан. «Оказывается, это Конурбай. Я очень боялся и переживал, что умру по дороге в Бейджин, так и не попрощавшись с младшим сыном. К счастью, я его увидел. Теперь могу отправиться на тот свет со спокойной душой». «Как ты, сынок?» – воскликнул Алоке. Он и его жена попытались обнять и поцеловать сына. «Не приближайтесь ко мне!» – яростно крикнул Конурбай. «Сначала скажите мне, куда едешь, отец? Не томите меня!» Тогда Алоке громко зарыдал. «Сынок, твое отсутствие на нас напали страшные враги, прибывшие из Алтая», — слезы проговорил он. «Из-за них в Андижане никого не осталось. Многие сбежали оттуда. Все завоевали кыргызы. Им досталось немало золотых дворцов китайцев. Мы были вынуждены оставить цветущие сады, установленные троны, выращенные цветники, построенные дома, все имущество. В результате опустошение пришло на голову многих китайцев и монголов». «Что за чушь болтает отец?» – гневно подумал Конурбай, внимательно выслушав рассказ Алоке. «Почему отец убегает в Бейджин от бурутов Алтая? Будь даже Манас великаном, как он может осилить нас? Кто сможет победить огромный, героический китайский народ? Никто не в состоянии добиться этого. По численности мы превосходим всех и в открытом сражении победим любого врага. Если нападет какой-нибудь враг, мы вмиг разгромим его». Посмотрев на рыдающего Алоке, Конурбай почувствовал еще большую брезгливость. Отец неправильно поступил, испугавшись Манаса и сдавшись ему без боя, зло подумал китаец. Он должен был попросить подкрепления у Исенкана, если не мог справиться с кыргызами самостоятельно. Папа не сделал этого и бросился бежать в Бейджин, трусливо бросив Андижан. Это нельзя назвать достойным поступком не только для хана, но и для мужчины. При этих мыслях Конурбай от возмущения и уязвленной гордости
чуть не задохнулся. Уйдите прочь, не целуйте меня! Гневно заорал китаец на родителей, которые снова попытались обнять его. Стали живы вместо того, чтобы погибнуть, хотя бы достойно сгореть в огне. Где Баргана, завоеванная вашими предками? Где многочисленный китайский народ? Где китайцы племен Тунша, Сун, расселившиеся по всему Нааману? Куда исчезли манжуры и терготов? Сынок, ответил растерявшийся Локи, те из них, которые выжили, находятся в моей кочевке. Ты опозорил всех каракалмаков, ни в грош не поставил гордость своего народа, переселив их из Барганы. Еще больше разбушевался Кунарбай. Почему ты струсил, не стал сражаться с кыргызами? Почему не погиб с честью на поле брани, вместо того, чтобы тащить народ в Китай? Сынок попытался ответить Локи, но сын не дал ему договорить. Я крайне возмущен твоим поступком, заорал Кунарбай. Ты хорошо знал алашей, проживая в Анджане. Отец, кого ты испугался, если в Бейжине проживает твой многочисленный народ? Я никого не испугался. Печально покачивая головой, Кунарбай задумчиво посмотрел вокруг. Отец, ты потащил за собой скотину, находившуюся на перевалах, отряхлевших стариков, блеющих овец, громко вопящих верблюдов и ржащих кобыл, брезгливо произнес китаец. Твои люди, говоря, что едут из Наамана, прохаживаясь взад-вперед, от голода выкопав норы сусликов, потеряв рассудок, занимается выгрузкой своей поклажи. Куда едешь? Взбудоражив столько народа. Скажи, отец, кого ты испугался? Мы едем на родину, к Аканчину. Ты что, хочешь жить вечно, набравшись до Бейжина? Рассчитываешь стать бессмертным? Выбирай выражение, разозлился Локи. Что, тебе не нравятся мои слова? Обидно их слышать? Эти слова тебе приятны? Подходят ли они твоему сану? Ты, прославленный человек, чем задолжал кыргызам? Я не трогал бурутов. Они сами напали на меня. Чтобы народ не был полностью истреблен, мне пришлось бежать от кыргызов. Слыхано ли это дело, чтобы китайцы убегали от кыргызов? Вне себя от ярости закричал Кунарбай. Разве алаши Анджана и Наамана могут одолеть нас, отец? Самая большая моя печаль, что я не смог лицом к лицу столкнуться с возгордившимся Чанту. Будь я здесь, до последней капли крови сражался с ними. Малочисленный народ одолел нас, и китайцы вынужденно оказались здесь. Китайцы, стоявшие рядом, были поражены словами Кунарбая. Что за глупости болтает этот парень? Возмущенно зашептались они. По его мнению, мы слабаки, не способны никому оказать сопротивление. Надо проучить эту сопляка за такие дерзкие слова. Услышав это, Локи растерялся. Из-за своей молодости Кунарбай наговорил лишних слов, беспокойно подумал он. Молодости свойственна горячность. Он не в состоянии дать правильную оценку прошедшим событиям. Кунарбай не стал так нас оскорблять, если бы увидел, каков из себя Манас, его мужество и суровый вид. Он не стал бы насмехаться надо мною перед столькими людьми.
называя меня трусом. Надо успокоить Конурбая, иначе мои подданные, печаленные тем, что проиграли кыргызам, оставили родину, землю и все имущество им, со злостью могут причинить ему вред. И если сейчас кто-нибудь скажет им обидное слово, может получить на полную катушку. Обеспокоенный за жизнь сына, Алоки поднял вверх правую руку, как бы успокаивая народ. «Сынок», — печально произнес он, — «ты неправильно поступаешь, оскорбляя нас, поддавшись ложной гордыне. Пришедший к нам Манас — непростой враг. Если он будет жив, завоюет весь Китай и причинит нам немало горя. Поэтому перестань геройствовать, сынок. Откажись от намерения сразиться с Манасом». «Нет, отец», — заупрямился Конурбай, — «я не буду убегать от него, а сойдусь с ним в битве. Я убью его или сам буду убить». «Негоже тебе так выпендриваться, сынок», — криво усмехнулся Локи. «Ты прекрасно знаешь, что я в жизни никого не боялся, но мне пришлось сбежать от этого проклятого Манаса, потому что никто не может его победить. Я смогу его победить», — сердито ответил Конурбай. «Можешь заранее готовиться, если хочешь сразиться с ним. Но не здесь, а в Китае. Пакистан, где мы сейчас находимся, не наша родина. Если ты выйдешь против Манаса, он разобьет тебя в пух и прах. Чтобы зазря не погибнуть, действуй сообразно сил, тщательно обдумывай свои действия, сынок. Видимо, Манас здорово напугал вас, отец», — брезгливо посмотрел на Алоки Конурбай. «Нет, сынок, ошибаешься. Манас очень опасный враг. Я жив, не отправился к праотцам лишь только из-за того, что не наступил мой смертный час. Этот Бурут настоящий дьявол. Почему? Чтобы прикончить с ним, я отправил его к дракону, ибо рассчитывал, что он проглотит Манас. Но все вышло иначе. Дракон не тронул кыргыза. Манас вытащил ее за шкирку, привел во дворец, а затем прогнал в город», — сказал Алоке и рассказал сыну о событиях, имевших место в Андижане. Когда он закончил свой рассказ, Конурбай удивленно посмотрел на него. «Отец все это говорит серьезно? Или это неудачная шутка?» — растерянно подумал он. «Как простой человек может обладать такими качествами? Я еще могу поверить в то, что его не тронули львы и тигры. Но каким образом Манас мог напугать дракона? Почему дракон не проглотил его, позволил вытащить тебя из загона, как какого-нибудь котенка? Я этому не верю. Отец, видимо, испытывает меня и разыгрывает». «Ты это серьезно говоришь?» — с улыбкой спросил Конурбай. «Да, сынок. Кроме этого, звери, вместо того, чтобы наброситься, испугавшись его вида, склонили головы, стали покорными Манасу. Увидев все это, я потерял всякую надежду и понял, что единственный способ спастись от Манаса — это бежать в Китай. Значит, для вас не зазорно бежать от врага, даже не сразившись с ним?» — насмешливо спросил Конурбай. «Нет ничего зазорного или позорного в том, чтобы поехать к родственникам. Поэтому перестань бранить меня. Я уйду из этих мест, доберусь до Бежина. Иначе зачем мне нужно было срывать насиженных мест столько народа? Видимо, сейчас пробил звездный час
лошей. Отец, ты сделал неправильные выводы из прошедших событий. Нет, сынок, я немало видел в своей жизни, перенес много испытаний, чтобы действовать наверняка, взял себе привычку делать выводы только после того, как изучу проблему со всех сторон. Я обдумаю его перспективы на будущее. Например, с самого начала я опасался, что ты, разозлившись на меня, поднимешь скандал. В самом деле, зло посмотрел на отца, покрасневший Конурбаев. Да, если хочешь остаться в живых, нет другого пути, чем бежать от этого дьявола. Послушайся меня и откажись от намерения сразиться с Манасом. От этого не выйдет никакого толка. Ты погибнешь и ничего не добьешься. Надо бежать отсюда, чтобы не пожалеть. Нет ничего зазорного в том, чтобы возвратиться в родные места. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.